Тема сегодняшнего занятия – дополнительные системы синтеза энергии или боковые чакры, да, которые располагаются в области висков. Самое главное по ним, собственно, что нужно знать. В основном это чисто вот такие энергетические усилители, да, вот, по созданию энергии, примерно так, как мы делаем при логических командах, произносим, формируется поток и команд, и поток энергии. Да, вот фактически эти системы усиливают мощность той энергии, которая создается при самовнушении или других аналогичных техниках, скажем, при силовых упражнениях, при каких-либо настроях. Это мощность той энергии, которая создается в нашей голове и затем направляется куда-либо для выполнения той или иной работы. Да? Основных направлений, для чего это существует, я напоминаю два. Одно – это управлять собой, второе – это изменять себя, перестраивать, преобразовывать. Вот эти системы, они очень сильно отличаются в зависимости от уровня развития. То есть на первом уровне они практически не работают, на втором уровне чуть-чуть, на третьем уровне включаются на приличную мощность. И вот эти системы по мощности сопоставимы. То, что мы рассматриваем, чакры головы создают энергию, там, системы синтеза энергии создают, да, создают энергию. Вот остальные системы головы примерно создают столько же, сколько и вот эти вот боковые, начиная с третьего уровня развития и выше. Сами эти системы, да, вот они в области висков, справа, слева, надеюсь, все хорошо видят, выстроены примерно так же, как логические системы синтеза энергии. То есть это шарик. Да, вот есть его оболочка. Основное, что находится в этих оболочках, работающие элементы, это матрица, да, ну какой-то вот прокрустовая ложа, да, вот какой-то каркас. Сюда вставляются первые элементы кванта. Когда все, что нужно, вставили под заданный стандарт, да, все, энергия готова, она полетела. Да, то есть вот эта сфера, да, поверхность основной, это матрицы, они создают, собственно, энергию. А множество матриц объединяются в какую-то группку, там отдельные камеры, там много этих камер, 1000 камер. Вот в эти камеры нагнетаются первоэлементы и кванты. Вот они там внутри под давлением. Собственно, давление по всем чакрам – это что? Это действительно вот энергия более сильная сжата, чем вокруг. Да, тогда мы воспринимаем ощущение давления. Вот как это все работает? Через каналы снизу, там по канальчикам, да, из подсознания идут первые элементы, из чакры головы идут кванты, они нагнетаются внутрь, да, вот этой системки, распределяются по камерам, и в каждой камере там, через матрицы формируется очень быстро энергия и вбрасываются в потоки. Да, вот. Оболочки, которые идут вокруг боковых чакр, да, это потоки, они энергию подхватывают и направляют, куда там ее нужно, направить вперед, там, вниз, ну, куда нужно, да, это система регулировки. Сохранить, чтобы она не убежала в окружающее пространство, и направить к заданной цели. В отличие от логических систем, пульт управления расположен в центре. Там, конечно, мы говорим, что нужно делать, чтобы управлять этим процессом. Есть дополнительный пульт управления, он управляет вот этой конструкцией в целом. Управляет каким образом? В осознанном режиме, когда мы думаем, и отдаем команду, разрушая там, страх, там, зависть или еще что-то, усиливаю там, бесстрашие или доброжелательность. Да? Или разум правит интеллект, мы даем команду, тогда вот в эти системы команда идет, можно сказать, напрямую. В автоматическом режиме, то есть вы взяли состояние и что-то там делаете, да? Управляет внутренний пилот. Да? Он управляет и там, через человечков, своими командами. Он управляет и работой вот этих чакр. Да? То есть если нужно что-то сделать, там спинка ровная, поток шахест и так далее, вот чтобы системы отрабатывали как нужно, или у них все это должно быть на уровне такой уж классной привычки, да? Они не сворачиваются, не сбиваются, или тогда постоянно должна идти поддержка с помощью внешних команд. Да? Вот наша задача, или там пилот дает команды, да, пульт управления расшифровал и подкачивает. Держи, держи, поток шахест, держи, держи, держи. Вот если мощность этих команд достаточно, состояние удерживается. Если проблемность выше, а команды слабее, состояние не удерживается, оно теряется. Да, поэтому в осознанном режиме, подключая волю, вы можете развить больше усилия, чем в автоматическом режиме. Основные программы, которые влияют
на включение или на угнетение этих систем, связанные с их прямыми функциями управления собой и преобразования себя. Первый блок программ – это управление собой. Все программы, которые направлены на управление, будут активизировать эти системы. Почему? Они нужны для того, чтобы править. Да, если команды направлены в противоположную сторону, соответственно, системы угнетаются, они или не раскрыты, или очень уж сильно повреждены и заблокированы. Какие команды управления ключевые? Да, мне нужна власть над собой. Власть над собой, прежде всего, предполагает, что все, что мешает. Вот управление не предполагает, что вы там что-то убрали там, или выжигаете страх. Да, вы выключаете. Да, вы нажимаете кнопочки «включить-выключить». Все, что мешает, выключить. Все, что необходимо, там, энергия, там, система, атрибуты, включить. Да, вот вы не нарабатываете качество в управлении, вы включаете то, что уже наработано. Да, вы включаете все, что необходимо, выключаете все, что мешает. Вы постоянно генерируете необходимый объем программ. И вы знаете, как это работает. Боковые чакры усиливают на порядок вашу мощность энергетическую. Команда дает интеллект, и задача боковых чакр говорить «есть». В автоматическом режиме внутренний пилот. Задача боковых чакр говорить «есть». Не подсознание правит, да, по девизам «если хочешь поработать, ляг поспи, все пройдет». Да? А твоя воля правит, разум правит, и да, внутренний пилот, которого ты тоже воспитываешь, быть классным, достойным, да и поддерживать сильные, позитивные, высокие состояния. Да, это в целом. Первая программа, что выключает неуправляемость. То есть человек не хочет управлять собой. Если лень, он ленится, если страшно, он боится, если обидно, он плачет, ну и так далее. То есть им управляют проблемы. И как таковой цели, это моя ответственность. Если у человека есть ответственность за свой внутренний мир, он говорит, это моя воля или сиять, или растекаться по асфальту. Опять же, извините, да? За грубое выражение, может быть, так оно и есть. Большинство людей, они просто расплылись по асфальту. Почему они ходят в страданиях, в депрессиях и так далее? У них нет знаний соответствующих и нет ответственности за свой внутренний мир. Что это твой долг, как бессмертной души, сиять, уничтожить зло и раскрыть себе лучшее. Следующая программа «Моя цель. Власть над собой». Программа понятна, в двух словах напоминаю. Человек рождается, его как растение в какую-то среду посадили, там люди вокруг злые, добрые, вот свой отпечаток наложили, поэтому он где-то позитивный, где-то перекособоченный. Ну, что получилось? И в любом случае вначале идет подсознательное управление, потому что учится ползать, там, ходить, говорить, потом уже понимает, это уже более сложная категория, там, с 3-го уровня, да, управлять внутренним миром. Потом, если до этого доходит, да, какова цель для этой цели, каким мне нужно быть, собственно, неважно даже какая цель, покой, отсутствие негатива и свет, включение позитива – это общая задача. Чем глубже покой, чем больше света, тем лучше. Да? То есть управление разум, воля. В любой ситуации, пожалуйста, решай вот эту задачу. Сверхсознательное управление, когда не просто правильно, а все, что мы делаем, мы ищем по максимально высокой, максимально сильной энергии, по максимально сильным чувствам, да, по максимально сильному огню в душе, в сердце, да, в атмане. То есть не просто логически правильно, а как? По интонациям, по состоянию, по настрою, там, по всем запчастям, которые есть, да, по всем составляющим нашей души. Вот как действовать, чтобы энергия росла с каждым шагом. Да? Следующая программа «Моя цель» – слабость, негатив убрать. Напоминаю, при управлении мы, скажем, не строим дом, там, фундамент и так далее. Мы управляем тем, что есть. Управление, там, вы общаетесь, вы, скажем, не уничтожаете страх, вы его просто выключаете. Мы получаем таким образом, что освобождение. Вот если мы даем себе команду, формируем привычку постоянно приказывать себе, да, негатив, слабость, уходите, выключаю, отключаю и так далее, то вы в конце концов формируете навык, ваше сознание со временем это делает самостоятельно. Все, что лишает сил, все, что заводит там, страх или любой другой негатив, вы выключаете. Вот если навык сформирован, сознание может это делать уже самостоятельно. Ты, может быть, должен быть в позитиве, и ты должен быть сдержан.